Приветик, друзья! У нас третья неделя тренировок Go to Slim. Сегодня пятница, и давайте начнем нашу тренировку. Вам понадобится скакалка, гантели и водичка. Поехали! Начинаем разогреваться. И у нас разминка. Стали ровненько и поехали. Начинаем с шеи. Наклоны в стороны. Вперед, назад. Круговые вращения. И обратно. Теперь сгибаем руки в локтях и крутим кружочки. Обратно. И ровные руки. Отлично. Теперь повороты корпуса. Ноги стоят на месте. И добавляем руку. Хорошенько поворачиваемся. Отлично. Теперь наклон в сторону. Добавили вторую руку. Вперед и в другую сторону. Ноги ровные. Хорошенько растягиваемся. Чувствуем натяжение мышц. Теперь руки на груди и делаем круговые вращения корпусом. Хорошенько наклоняемся вперед, в сторону, назад. Обратно. Округлили спинку и встали. Теперь вращаем тазом. Обратно. Умнички. Теперь сделаем выпад. Правая ножка впереди. И встаем. Сегодня у нас будет день выпадов, но не болгарских, не пугайтесь. Руки перед собой. И сейчас будем их выставлять вперед. Встаем и вперед. Заодно и руки у нас прорабатываются, разогреваются. Отлично, поменяли ногой. Теперь левая впереди. И руки. Отлично. Теперь делаем боковой выпад. Носочек смотрит вверх. На другую сторону. И теперь со сменой. Выпад, центр, выпад. Не забываем следить за дыханием. Хоть мы сейчас и не начали тренировку, в любом случае нужно следить за дыханием.
Отлично. Встали в центр. Ноги вместе и крутим кружочки. Как видите, мы идем четко сверху вниз, от шеи и заканчивая кончиками ножек, пальчиками даже. Да, разминаем каждую ногу. Отлично. Сделали глубокий вдох, выдох, вдох и выдох. Сегодня мы будем заниматься тоже не так уж и быстро. 52 минуты у нас тренировочка. И начинаем наше кардиоупражнение. Скакалка. 80 прыжков. Поехали. На одном месте прыгаем двумя ногами. Не сбиваемся, следим за дыханием. Еще немного. Есть. Отлично. Отложили скакалку в сторону. Отдышались. Пьем водичку, не забываем. Немножечко отдохнули. И давайте приступим к нашему первому упражнению. Мне понадобится коврик. И первое упражнение у нас на пресс. Хорошенько разогреем его. И я думаю, упражнения многие знают. Руки у нас тоже назад отходят. И одновременно поднимаемся руками и одной ногой кверху. Поочередно поднимаем ножки. Старайтесь их слишком сильно не сгибать в колени. Поясница у нас прижата. Вдох, выдох, вдох, выдох. И повыше поднимаем ногу. Так у нас работает вся прямая мышца живота. Есть, отлично. Так мы делаем 30 раз. Мы еще вернемся. А у нас второе упражнение. Мы сейчас будем работать на попу, и упражнение просто адское. Прямую ножку мы выставляем назад и поднимаем кверху. Нога у нас к полу не касается, да? Мы уже знаем, что она не должна у нас расслабляться. Когда мы поднимаем ногу, мы как можно сильнее сжимаем ягодицы. Думайте попой, как бы это странно ни звучало, но вы должны чувствовать напряжение ягодичных мышц. Также старайтесь слишком сильно не сгибать ногу в колене, старайтесь ее действительно держать прямой. Если мы раньше делали подъем ноги с согнутым коленом, это было легче, намного легче, то теперь давайте усложнять наши упражнения. Делаем 30 раз. В других подходах мы будем немножечко усложнять это упражнение. Отлично. Немножечко отдохнули. И не забываем про вторую ногу. Стали ровненько. И поехали. Вторая нога. Опять же, напрягаем ягодицу. И не бросаем ногу на пол. Она всего лишь немножечко может коснуться на секунду носком к полу, но не бросаем ее.
И резко выводим вверх ногу, медленнее опускаем. Есть. Отлично. Потянулись. Отдохнули немного. Я вчера снимала эту тренировку, и ягодицы болят просто супер. Возвращаемся к нашему упражнению на пресс. Сделаем 30 раз. И каждой ножкой. Раз, два, три, 4, 5. Выдох, вдох. 6, 7, 8, 9, выше ногу, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и последний 30. Умнички. Молодцы. Встаем сразу же. Слишком долго не отдыхаем. В это время у нас сейчас отдыхает пресс, а работает попа. Так что чередуем. Поднимаем ножку. И внимание, смотрим. Если мы сначала поднимали вверх, то теперь она у нас идет назад, в сторону и в другую сторону. Но вверх она у нас находится в точке. Поэтому тоже касаемся совсем немножечко носком, да, и сразу резко ее выводим вверх. И одновременно напрягаем ягодицы. Подняли, опустили, подняли, опустили. Резко, да, подъем у нас ноги. И сжимаем ягодичку. Корпус у нас никак не двигается. Держимся руками прямо. Никак не поворачиваемся. Двигается только нога. Старайтесь сделать резкое движение наверху. Тоже 30 раз. Один раз, когда нога оказывается наверху. Молодцы, отдохнули. И поехали сразу же вторая нога. Подняли, в сторону, подняли, в сторону, точка, 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 выдох, выдох, следим за дыханием. Старайтесь наклоны ноги, да, повороты делать чуть побольше угол, когда нога отходит в сторону. Еще немного. Третий подходик будет еще посложнее. Так что готовимся. Умнички. Отдохнули. Молодцы. Вдох. Выдох. Отдыхаем. И сразу же переворачиваемся на коврик. Делаем третий подходик, немножечко другой. Давайте больше поработаем на нижний пресс. Тоже такое оригинальное упражнение. Как мы раньше делали подъемы вверх ног, но здесь мы сейчас будем просто скручивать их к себе и выводить обратно. Ноги опять же не кладем на пол. Они у нас в висячем положении так и находятся. Ягодицы отрываются от пола. Прям хорошо скручиваем ножки к себе. И пресс у нас постоянно напряжен. Когда ноги оказываются в прямом положении, то видите, даже у меня видно, что пресс прям напрягся очень хорошо. Делаем так 20 повторений, но в конце останавливаемся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще.
Отлично, задержались. Не кладем ноги, держим, держим. Знаю, что очень тяжело, но хотя бы сколько можете, продержитесь. Старайтесь поясницу не отрывать, насколько можете. Напрягаем животик. Есть. Умнички. Да, пресс хорошо поработал. Переворачиваемся сразу. И давайте сделаем последний, третий подход. Посложнее немножко. Да, третий. Немножечко осталось. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Поехали. Встали. И работаем сначала с правой ногой. Теперь мы поднимаем ее как можно меньше, амплитуду делаем. На уровне корпуса нога оказывается и просто идет вверх. Делаем короткие рывки. 30 раз. И затем останавливаемся. Статическое напряжение. Работаем. Напрягаем ягодицу, всю ногу в целом. Носочек натянут. Еще немножко. Задержались. Держим. Нога прямая, колено не сгибается у нас. Держим, держим. Насколько можем. Нога уже трясется, я знаю. Терпим. Терпим, терпим, терпим. Согнули. Ногу согнули, чтобы не было так тяжело уже. Держим, держим. Пульсируем вверх немножко ногу. Еще добиваем, добиваем. Есть. Умнички. Вот это жара. Вот это я понимаю. Вы должны чуть ли не кричать от боли, от усталости. Я знаю, что вы и на меня кричите. Кричите сколько хотите, но делайте упражнения. Поехали. Мелкие такие пульсирующие точки. Напрягаем попку. Работаем вместе до последнего. Не забываем, что в конце мы останавливаемся. Тридцать раз так. Остановились. Держимся, держимся. Старайтесь ногу не сгибать сейчас. До последнего. Стоим, стоим. И согнули. Согнули. Держим теперь так и пульсируем. Поднимаем и сжимаем ягодичку хорошо. Стоим, стоим, стоим. И опустили. Умнички. Молодцы. В следующих упражнениях ваши ягодички просто будут гореть огнем. Мы сейчас их очень хорошо разогрели. Да-да, разогрели. И отодвинули коврик. Вдохнули и выдохнули. Отдохнули немножко. Сейчас у нас кардио упражнение. Немножко растрясем булочками. Отодвинули, чтобы вам ничего не мешало. И делаем прыжки в сторону, как мы это уже с вами делали. И не забывайте немножечко наклоняться и сгибать ноги в коленах. Чтобы заодно попа, ноги поработали сейчас как раз после статических упражнений. После тех упражнений, которые мы сделали сейчас. Они должны вот хорошенько загореть. Руками помогаем себе. Слишком широкие прыжки не нужно делать. Просто в быстром таком однородном темпе. Не тормозим, слишком не спешим, так чтобы мы смогли хорошо проработать с вами. Еще немного.
И остановились. Ноги хорошо болят уже, да? Глубокий вдох, выдох. Вдох и выдох. Пьем водичку. Сейчас мы приступим ко второй двойке упражнений. Не забываем, да, что у нас 3 подхода. И это у нас тройка на руки. Берем гантельки удобные для вас. Становимся прямо. И теперь выводим их к себе, сгибая руки в локтях. Потом в стороны и потом к себе на бицепс. Такая тройка. Ничего сложного. Главное запомнить последовательность движений на уровне груди, в стороны и к себе. Локти идут вверх, потом руки в стороны и к себе. Вдох, выдох, выдох. То есть, да, выдох у нас всегда на усилии. Выдох, выдох, выдох. Никуда не спешим. Делаем все правильно. Нам нужно сделать 12 повторений. Один круг, один раз. Это 3 упражнения, да? Еще немного. Есть. Отлично. Отложили в сторону гантельки. Растрясли ручки. Вздохнули. Сейчас у нас будет следующее упражнение. И это плавные выпады. Да, упражнение, сразу скажу, не из тяжелых и не из легких. То есть делаем выпад в сторону с гантельками, но смотрите внимательно. Ногу мы подставляем плавненько. Не резко, как я в первый раз показала, а плавненько тянем ее. Если у вас ковер или что-то еще, во-первых, всегда занимайтесь в кроссовках. Я еще раз вам повторюсь, это очень-очень важно, чтобы ваша ступня стояла ровненько, чтобы не было никаких травм. Поэтому, да, делаем обычный выпад в сторону, садимся и подтягиваем ножку к себе. На первый взгляд кажется, что такого тяжелого. Во-первых, у нас дополнительный вес. Уже не так легко становится. И когда мы подтягиваем ногу к себе и встаем, на опорной ноге идет такая нагрузка на ягодицы, на бицепс бедра, что, я думаю, вы такого еще не чувствовали. Тоже нужно делать такие иногда разнообразные какие-то упражнения, выпады, которых вы еще не делали. Ну, я надеюсь, вы не делали таких. Делаем такие 20 раз выпадов. Выдох наверху. И стараемся делать плавно, поэтому это и плавные выпады. Умнички, остановились. Если вы чувствуете и не успеваете, у вас что-то не получается, пожалуйста, вы всегда можете сделать паузу, посмотреть на себя в зеркало, проверить, как это упражнение делается, посмотреть на себя со всех сторон, включить обратно видео и делать со мной. Ничего страшного. Первая тренировка не значит, что у вас всегда все получится с первого раза. У всех должно получаться все со временем, так же, как это у меня получалось. Так что не нужно расстраиваться, если что. Возвращаемся к нашей тройке на руки. 12 повторений. И поехали. Наверх, в стороны, к себе. Это 1, 2, 3. Делаем сколько можем. 4, 5, 6, 7, 8, еще 9, 10. Тяжело, но давайте. 11,
12, 13, еще кто? 14, 15, еще 16. Умнички. Кто со мной? Я вами горжусь. Я знаю, что вы любите эту фразу. Поэтому давайте. Можно потянуть ручки немного. Опять же, если вы можете больше, делайте больше. Хуже не будет. Это точно. И опять возвращаемся к нашим плавным выпадам. Второй подходик. Встали. Делаем выпад, сели и подтянули ножку. Выпад, сели, подтянули плавно, медленно и плавно. Когда садимся, корпус немножечко наклоняем вперед, попу подставляем назад, колено опорной ноги идет по направлению с носком, вторая ножка плавненько ползет ко второй. Все очень просто и понятно, главное делать все медленно, мы никуда не спешим, у нас 50 минут тренировка. Еще. Давайте вместе. Спинку держим ровно, конечно. Еще немного. Умнички. Остановились. Можете делать со мной, делайте. Не можете, делайте по циферкам, которые возле упражнения написаны. Поэтому давайте, кто сколько может, идем на рекорды. Отдыхаем. Глубокий вдох, выдох, еще вдох и еще выдох. Берем гантельки и делаем уже третий подход. На ручки. Поехали. К себе наверх, в стороны и бицепс. Старайтесь сделать движения четкими. Взгляд перед собой, никуда не косим, не смотрим. Перед собой все. Спинка прямая, живот подтянут. Вы должны почувствовать себя роботом. Подняли. В стороны. К себе. Еще немного. Есть. Молодцы. Растрясли ручки. Сейчас мы сделаем третий подходик.
на выпады, но они немножко будут другие. Сейчас увидите. Кстати, придумала на ходу упражнение, если честно. Потому что захотелось чего-то новенького. Вот всегда думаешь, да нет, надоело это упражнение, но делать его опять, чтобы не получить результата лучше, как-то скучно и не нужно. Давайте-ка сделаем что-то интересное и новое. Значит, берем гантельки в 2 руки, делаем выпад обычный вперед. Нога вторая у нас оказывается сзади, но теперь смотрите на ногу. Она у нас уходит немножечко в сторону. И так мы делаем выпад. Встаем и садимся. Получится такой какой-то косой выпад. Нога у нас оказывается не на уровне второй ноги, а немножечко в сторону идет. В сторону ноги самой, да? Не в другую сторону, а именно по направлению к ноге. Опять же, следим за коленом. Все должно быть красивенько, пряменько, все линии ровные, спинка прямая. Садимся поглубже. Есть, 20 раз сделали, возвращаем ногу в прямое положение и делаем так 10 раз, добиваем ее, да? Так у нас ягодицы задействуются чуть ли не со всех сторон. По-новому, вы по-новому будете чувствовать свои ягодицы, свои ноги. Так что упражнение очень оригинальное, я думаю. Сделали. Получается 20 выпадов таких косых у нас. И потом добиваем десяточкой уже, когда нога прямая у нас. Отдохнули немножко и возвращаемся. Теперь сделаем это же самое, только на другой ножке. Теперь у нас правая идет вперед, левая назад и меняем ее положение. Немного косо она у нас становится, да? И опускаемся. Делаем 20 раз. Опускаемся пониже. Не забываем 10 раз потом сделать просто, когда нога сзади находится. Добиваем, добиваем, и нога прямо теперь пошла. Еще десяточку. 1, 2, еще 3, 4, 5, 6, 7, 8, еще 9 и 10. Есть, добили. Ох, я надеюсь, вы прочувствовали это. Да, по-новенькому. Ноги болят, отлично. Отдыхаем, отдыхаем. Вдох, выдох. Опустили руки. Вдох, подняли, выдох. Отдыхаем. Отложили гантельки немного. Берем наш коврик и приступаем к нашему кардиоупражнению. У нас будет подъемы на прямые руки в планке. Планка, я думаю, все знают, что такое. Отдохнули. Встали на локти сначала. Теперь ноги у нас ровные. Оп, встали и поднимаемся поочередно на прямые ручки. Корпус стараемся держать прямым. Попа слишком вверх не топырщится. И сделаем так 20 раз. 20 раз, когда мы оказываемся наверху. Побыстрее делаем, да, все-таки кардио, напрягается все тело, руки, пресс, работает все абсолютно. Кардио, потому что. И делаем все в быстром темпе. Еще немножко. Успеваем. Еще, еще, еще. Я знаю, руки болят, но нужно их добивать. Опа. Остановились. Сползли. Отдыхаем, отдыхаем. И округлили спину медленно и встали. Убираем коврик в сторону. Глубокий вдох.
и выдох. Вдох, выдох. Сейчас у нас наконец-то третья двойка упражнений. Перед этим мы попьем водички обязательно. Вдох и выдох. Берем гантель, одну, удобного веса на 25 повторений, и заворачиваем ее себе за голову и делаем пуловер с гантелью. Такое вот название упражнения. Мы сгибаем и разгибаем ручки. Здесь у нас работает в первую очередь трицепс, что у нас не работало в упражнениях до этого. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выпрямляем руки до конца. Аккуратненько держите гантели. Между пальцев можно ее засунуть так, чтобы вам она не свалилась на голову. Отлично, отдохнули. Вдох и выдох. И теперь опять берем гантели, 2 гантели. И, о ужас, это опять выпады? Нет, не выпады, не бойтесь. Мы сейчас будем делать упражнение на спину, как бы это странно ни звучало. Мы опускаем гантельки вниз и встаем, выпрямляя спинку, и выводим, делаем тягу гантелей, да, к поясу. Выводятся гантели к поясу, локти у нас оказываются сзади, и тем самым у нас задействуется спинка. Если мы сделали такой выпад, просто у нас статически напряжены ноги и попа. Делаем такое 2 в 1, почему бы и нет, да? Опускаемся вниз хорошенько, округляем спинку, растягиваем ее, и потом, поднимаясь, сводим лопатки вместе. Чувствуем, чтобы спина у нас напрягалась. Сделаем так 25 повторений. Второй подход у нас, естественно, будет с выпадом на другую ногу. Пока отложили гантели, отдохнули, естественно. Отлично. И возвращаемся к нашему упражнению с гантелькой. Выводим ее назад и поднимаем вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. У кого проблемное место руки, вот это телемпается, что-то там, жирочек какой-то на руках, это упражнение номер 1 для вас должно быть. В первую очередь оно подтягивает наши трицепсы. Еще есть. Отлично. Последние разы должны опять же вам даваться тяжеловато. Отдохнули. Вдох. Выдох. Опустили руки. Расслабили их. Вдох. Подняли. Опустили. Расслабили. Потелемпайте ими, чтобы снять напряжение. Расслабьте их. И возвращаемся к
к нашему упражнению на спинку. Уже делаем выпад на другую ногу. Правая оказывается у нас впереди, левая сзади. Коленко прямое, опустили гантели, подняли, подтянули к себе. Обязательно сводим лопатки сзади, также держим равновесие. Это нелегко, я знаю. Хорошенько выводим локти назад, сводим лопатки. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще немножко. Держим равновесие и уже последние разы даются не так легко, как можно было бы это сделать в начале, но главное доделать. Есть. Фух, да. Третий подходик у нас будет немного другой. Попа болит, ноги болят заодно, да. Из-за этого упражнение кажется не таким легким, потому что боль отвлекает. Еще и в ногах болит, там и в попе болит. А ты тут вдруг делаешь упражнение на спину, что ж такое? Но в этом-то суть. Чем больше задействуется групп мышц в упражнении, тем быстрее идет жиросжигание. Отдохнули. Еще немножечко. И берем нашу гантельку. Делаем третий подходик. Поставили ее назад. Стали ровненько. И давайте сделаем 25 повторений. Работаем. Еще. Есть. Отлично. Наконец-то. Мои трицепсы опять будут болеть, но это неплохо. Отдыхаем. Вдох, выдох. Потянули руки. Мы это еще хорошенько сделаем на заминке. До нее осталось, в принципе, не так много, но давайте доработаем. У нас третий подходик еще. Отлично. Берем 2 гантельки, и теперь, если мы делали выпады, то теперь ноги становятся вместе. И мы это делали уже с вами. Делаем мертвую тягу, опустились с прямой спинкой и подтянули гантели к себе. Это бомбовское упражнение. Мне оно очень нравится. Главное здесь следить за спиной, потому что ноги уже здесь стоят вместе, поэтому спинка у нас становится ровненькой. И, конечно же, гантельки у нас не касаются здесь пола. И подтягиваем их к себе. Растягивается задняя поверхность бедра, ягодицы работают, руки работают, спина работает. Упражнение универсальное. — 25 раз. Есть. Умнички. Отложили гантели. Отдыхаем. Глубокий вдох и выдох. Еще немножко осталось. Последнее кардиоупражнение. Сейчас мы попрыгаем на скакалке.
И берем скакалочку нашу. 4-я неделя будет неделя кардио, так что готовимся, будем потеть. Отложили все в сторонку, чтобы ничего не мешало. И делаем 80 прыжков со сменой ног. Одна нога, вторая. Одна нога, вторая. Меняем. В принципе, можете прыгать как угодно, как вам нравится, как вы больше не сбиваетесь. Но главное держать темп определенный. Конечно, старайтесь не сбиваться. И делаем вместе все, да? Стараемся. Еще немного. И остановились. Умнички. Ну что, вот оно, заветное слово. Наконец-то эта заминка. Я уже устала, и наконец-то можно расслабиться. Давайте немножко вдохнем, во-первых. Вдох и выдох. Отлично. Можно пока попить водички. После тренировки обычно я выпиваю целый стакан воды. Просто когда у нас кардио упражнения, особо там не напьешься воды, чтобы не булькало ничего. А после тренировки пьем уже побольше. Ну что, давайте разомнемся наконец-то. Тянем шею. Дышим ровно, равномерно. Я бы так и заснула. В другую сторону. На самом деле я эту тренировку снимала где-то часов 9 уже вечером. Хотя сейчас я ложусь часа в 2, если не больше. Эти тренировки меня просто выматывают. Не то чтобы снимать это все дело, а сама обработка. Да, пока мы растягиваемся, я вам немножко пожалуюсь. Кстати, как вы сейчас думаете, сколько сейчас времени, когда я сейчас озвучиваю? 2 часа ночи. Уху, веселуха. Да, тянем ручки. В другую сторону. И растягиваем трицепс хорошенько. Делаем все плавно, отдыхаем. Ладонь выворачиваем, растягиваем бицепс. И другая ручка. Руки в замок и тянемся вверх. Хорошенько растягиваемся. И назад руки. Лопаткой свели и растянулись. Ноги расставили пошире. Теперь наклоняемся вперед. Тянемся, растягиваемся. Вдох. Выдох. Опустились, вдох и выдох. Еще разок вдох, выдох. Наклонились в сторону. Растягиваем спину. Центр, в другую сторону. Тянемся в центр. К ноге. Держим себя за колено, чтобы они у нас ножки были прямые. Другой ноге.
Тянемся вперед. Достаем до пола. И встаем. Вдох. Делаем выпад в сторону. Носочек смотрит вверх. Сидим. И на другую сторону. Медленно встаем, сводим ноги, держимся за стену и выводим ножку назад, растягиваем поверхность передней уже бедра. И выставляем ее вперед. Тянемся к ноге. Становимся на другую сторону. И наклоняемся. Отлично. Сделали глубокий вдох и выдох. Ну что, ребят, теперь встретимся с вами на 4-й последней неделе тренировок Go to Slim. Подписываемся на канал, не пропускаем новых тренировок. Всем удачи, пока!